Всем привет, добро пожаловать на 38-й выпуск подкаста Russian Progress. Для тех, кто первый раз слушает этот подкаст, это подкаст для изучения русского языка натуральным способом, через аудирование. Здесь я говорю с вами практически так же, как и с носителями русского языка. И у этого подкаста есть транскрипции, то есть вы можете просто слушать русский язык, переводить его и таким образом улучшать свое понимание и говорение, потому что вы запоминаете фразы, которые я использую, запоминаете грамматику, произношение, и, конечно, вам это все пригождается уже в говорении. Для тех, кто уже не первый раз слушает подкаст, да, меня не было, наверное, 3 месяца. 3 месяца я не записывал подкаст, потому что больше сконцентрирован был на видео, публиковал больше видео, старался, по крайней мере. Но сейчас я возвращаюсь к подкасту, и мне очень нравился формат, когда я публиковал одно видео и потом один подкаст. То есть вот так чередовал, так я параллельно уделял время и подкасту, и видео, а не как обычно, что больше видео обычно. Потихоньку возвращаюсь к записи подкастов, и сегодня у нас будет выпуск с гостем. Это Даша. Даша моя подруга из Краснодара. Я сейчас, кстати, в Краснодаре. И о том, что я вообще делал эти 3 месяца, стандартный классический выпуск я запишу. Много чего интересного было. Я сначала был в Новосибирске, потом в Петербурге, потом я путешествовал по России, был в Крыму. Сейчас я в Краснодаре, это на юге России. И об этом я расскажу уже в другом, в следующем выпуске подкаста. Сегодня мы будем общаться с Дашей. Мы уже записали этот выпуск, и в нем мы говорим о хейте. Вообще, Даша мне задает вопросы, так как она сама подкастер, она записывает подкаст at Gunpoint с известными краснодарскими личностями, и, в общем, она мне задавала вопросы. Первая тема была хейт, вторая тема была путешествия, и третья тема менталитет. В общем, мы обо всем этом поговорили, выпуск получился очень интересный, на мой взгляд, откровенный, и да, я надеюсь, вам понравится тоже. Что еще хотел бы сказать? Да, собственно, ничего, приятного прослушивания, и все новости я вам расскажу уже в следующем выпуске. Да, точно, я вспомнил, что я хотел сказать, то, что 3 месяца назад на Патреоне я сказал, или не на Патреоне, в подкасте я сказал, что было бы здорово, если бы вы мне присылали записи, как вы говорите по-русски, и мне прислали эти записи, и сегодня мы послушаем вот эту первую запись. Мне ее прислала Минджи из Кореи, я ее еще не слушал специально, чтобы передать эмоции, свежие, скажем так, и, в общем, давайте-ка послушаем. Привет, меня зовут Минди из Южной Кореи. Поздравляю тебя поздравляю тебя с 2 годом твоего проекта Russian Progress. Я хотела бы сказать, что твои подкасты и видео мне очень помогают, когда я только начала слушать и писать под диктовку на русском языке, мне было очень трудно, потому что на Ютубе я не могла найти подходящее ко мне видео, где есть субтитры, русские субтитры. Поэтому я не могла проверять то, что я написала на русском. Я их с огромным трудом написала, почти днями написала, так как я в то время очень-очень плохо слушала, и я очень медленно печатала на русском. В общем, да, поэтому я не могла так долго продолжать мое решение писать.
сначала слушать и потом слушать самостоятельно. Это не, как это сказать? Это не долго было. Да, поэтому я тебя благодарю за то, что ты добавляешь во всех твоих видео субтитры на русском. Это очень-очень-очень полезно для меня и для, конечно, всех других изучающих русского языка. Да, и сами подкасты тоже интересные, и мне нравятся, поэтому я порекомендовала своему другу. То есть я порекомендовала своему другу слушать твои подкасты, и он послушал, и мне сказал, что эти подкасты ему тоже понравились. Я была очень рада, что мои любимые подкасты ему тоже понравились. Да, в общем, спасибо тебе и поздравляю за 2 годом. Правильно я сказала? 2 годом, да? Да. Пока, спасибо. Ну, что сказать, я в восторге. Да, кстати, если спрашиваешь правильно с 2 годами, поздравляю тебя с 2 годами или поздравляю с днем рождения проекта. Кстати, в транскрипции будут исправления, есть небольшие грамматические ошибки, но что меня поразило, это твое произношение. Как ты произносишь некоторые слова, ты произносишь как носитель русского языка. Я не знаю особенности фонетики корейского языка, но ты реально звучишь очень круто, и очень приятно было услышать, что тебе полезны материалы. В общем, огромное спасибо. Очень рад. И если вы тоже хотите прислать такое сообщение, поделиться просто своим опытом изучения русского языка, использования материалов, может быть, что вам понравилось, какое видео, или как вы узнали о проекте, то отправляйте, мне будет очень интересно послушать. А теперь приступаем непосредственно к подкасту. Приятного прослушивания. Всем привет! Это подкаст Russian Progress, и сегодня я в гостях у Артёма. Артём, кто же я? Ты моя лучшая подруга. Отвратительно. Почему? В смысле, бести, best friend просто? Нет. Я кто? В рамках Краснодара, да. Главный подкастер Краснодара. Да, правильно, вот. Подкаст at gunpoint. Да, слушайте нас везде, во всех социальных сетях, сферах, подписывайтесь. Да. Под прицелом, да, по-русски будет? Под прицелом, да. Мгм. Артём, кстати, был за то, что наш подкаст на русском назывался. Да. Под прицелом, потому что Russian он на Progress. русском языке и о личностях и проектах города Краснодара, но поскольку мы с Артемом, моим соведущим, тем другим Артемом, любим английский, мы называем at gunpoint, и так звучит круче. Под прицелом не очень? Нет. Ну просто at gunpoint люди не понимают агрессивное значение этого термина, и они соглашаются к вам прийти. Если бы вы называли под прицелом, то, я думаю, никто не пришел бы. Чего? Все, так вот просто начинать. Рули, да? рули. Хорошо, давай сначала. Вот это все фигня. Вон, нужно профессионально. Не, нормально, все Не прекрасно. нравится. Все прекрасно, поехали дальше. Итак, поскольку сегодня я заправляю этим подкастом, то мы будем говорить об Артёме. Я не слушала его подкаста, поэтому не знаю, как он спрашивает. Подожди, ты не слушала еще ни одного выпуска? Нет. Обалдеть. Я парочку выпусков твоих слушал. В смысле парочку? Ты пишешь комментарии на все наши выпуски. Да? Да. Ну, это в Инстаграме. Нет, я смотрела только видео на Ютубе, я не смотрела подкасты. Если они сочетаются, Давай, твое то да. мнение. Про видео на Ютубе? Я с бабушкой Кстати, на смотрю все выпуски. Ютубе или на Ютубе? Ютубе. Почему? Но мне мягче больше нравится. Ютубе это... Не знаю. Окей. То есть ты с бабушкой, да, мои видео смотришь? С бабушкой. Мгм. Если Что? появляется бабушка, и Дима Piece of Meat, это я смотрю всегда. С бабушкой, в смысле моей? Я думал, ты садишься со своей бабушкой и смотришь мои Нет, видео. я смотрю видео с твоей бабушкой. Окей. Это все болтовня, ты забрал все минуты, забудь. Ну и что? Ну, твое мнение о моем подкасте? Да ну нет никакого мнения, я интервью у тебя беру, все, поехали. Окей, поехали. Реально, Артём, давай заново начнем. Ну, типа, это фигня. Нам нужно лаконично, я не Да, записываю это прекрасно, водичку. это прекрасно.
Максимум это пойдет в экстрас. Extras, хорошо. Behind the scenes. Итак, Артём, это самый, поскольку я рулю, это самый горячий выпуск, мы спрашиваем вопросы у тебя, мы — это я, Да. и твои слушатели. Конечно, нам всем интересно, ты помнишь, не как мы познакомились, а как мы начали, общение? Я вот реально не помнила это, и вот сейчас, пока мы готовились, я вспомнила. Мы готовились, да, к этому? К подкасту, конечно. Готовились, да? Чтобы вы понимали, почему я так спокойно говорю, потому что сейчас мы какое-то время просто общались. То есть у меня вопросы будут не из воздуха. Да. К сожалению, вы никогда не узнаете, что до этого говорил Артём. Но... Так сказала, как будто я что-то там ужасно говорил. Конечно. Но уже как бы почва имеется для моих вопросов, поэтому как мы начали общаться? Вспоминай. Так, для начала мы с тобой познакомились через языки, по-моему, да? Ты подписалась на группу, которую я вел ВКонтакте, и я предложил занятия по испанскому языку, ты записалась, мы с тобой позанимались и начали общаться. Короче, ты типичный парень, который не помнит вот эти все юбилеи, даты. Нет, это было не так. Я реально подписалась на языки, но поскольку это сколько-то мне было лет, я девочка-фанатка еще в этом возрасте, и я написала тебе в личку. Так. И вообще я увидела не группу языки, а видос на ютубе. Я не знаю, каким образом ты мне высветился. И я такая, господи, он говорит вообще на всех, что-то там, по-моему, испанский был. Вот, и я думаю, ничего себе, он из Новосибирска, как круто. И я написала фанатское письмо, что, боже, как круто, что в России есть такие люди, какой ты молодец. И ты что-то сухо мне ответил, вот прям сухо. Сухо. И, короче, я закусила и решила... В смысле закусила? Закусила, потому что, нельзя так отвечать своим фанаткам. Подожди, объясни слушателям подкаста Russian Progress значение слова «закусила». Закусила — это значит, я затаила тайную обиду. Затаила обиду, потому что затаила тайну — это тавтология. Обиделась. Обиделась. Не просто обиделась. А вот я сделала вид, что я не обиделась, но я обиделась. Вот это закусила. Так. Вот. И решила вот следить за языками. Ты, конечно, не Сватимир, обиженные лайки не ставила. Вот, потом увидела какие-то бесплатные занятия, я такая думаю, все попробую. И просто сделаю так, чтобы вот... И это как бы, знаешь, started from the bottom, now we're here. Теперь я беру у тебя интервью. Конечно, я не испытываю такую радость. Вот. Артём, да, мы занимались испанским. Артём, конечно, такой себе препод. Такой себе? Почему? Такой себе, потому что я бросила тебя. Аргументирую? Да. Серьезно? Да. Чтобы сейчас все ученики разбежались? Да, не знаю, как преподает он вам русский. Нет, на самом деле нет, причина была во мне, как и всегда. Да ладно, ты давай уже выкладывай. Да, причина была во мне, потому что я сама преподаватель английского, я очень люблю структуру, и я считаю, что сначала, то есть сразу пометочка, что я потом согласилась с Артёмом в его методике, когда вот, сама опыт поднабралась, я все равно начинаю обучение с какой-либо грамматики, какой-то либо структуры. Люди еще не знают, что у меня за методика. Она пока в твоей голове только. Я рассказываю, вот у меня такая. А у Артёма это было, что я как вот деток учат плавать, тебя кидают в воду, ты слушаешь подкасты, и ты такой, господи, да, хорошо, это вот тут какое-то время, да, хорошо, что ты там говоришь, и ничего не понимаешь, а поскольку я вот структурный человек, мне важно было бы, Даша, вот это, но Артём молодец, потому что он наставил на своем, он не прогнулся под моим авторитетом, но мы разошлись. Но потом я признала, что это тоже как один из методов преподавания, просто мне он не подходит. Знаешь, сколько мы сейчас людей кинули в воду? В плане чего? В плане изучения русского. Этим подкастом. Нет, не понимаю, почему. Подход такой же, только сейчас я преподаю русский. Но у тебя же уже люди, которые не с нуля. А я была с нуля. Не факт. Может, и не с нуля, кстати. Я вот когда французский учил, я ничего не знал. Только итальянский и тоже нырнул. Я все равно не понимала. Это не было, это не важно. У нас не серьезный подкаст про языки вообще-то. Мы говорим о тебе. Почему я начала с того, как мы познакомились? С того, что я написала тебе очень позитивный комментарий. Да? Тебе, наверное, было не супер приятно, потому что ты мне сухо ответил. Возможно, ты бегал, радовался, заскринил комментарий, но мне ответил сухо, но это не важно. Я всем отвечаю сухо,
Потому что я задолбался получать эти комментарии. То есть, когда у Это тебя... было в начале твоей карьеры, Это было- рок-звезды, поэтому нет. Но просто часто люди хотят узнать ответы на какие-то вопросы, которые повторяются одни и те же. То есть вроде как человек, который задает этот вопрос, он не видит ничего в этом странного, он пишет вопросы, надеется на какой-то ответ развернутый. Но, например, вопрос, можно ли учить два языка одновременно, или как выучить английский, я просто задолбался. Ну, я это точно не спрашивала. да. Но Я мне просто не кажется, люблю переписываться. Я это я не знаю. люблю писать, не люблю вот так Это я вот знаю, это писать. отвратительно, это тяжело, это неприятно. Вот, поэтому я, как правило, пишу... И, кстати, все, кто мне вот из Russian Progress пишут комментарии, тоже огромное спасибо, но я всем отвечаю так, типа, очень рад, спасибо. Все, то есть даже если мне написали огромный текст, это ужасно, что я отвечаю очень коротко, но, блин, я не могу писать. Не то чтобы мне много сообщений приходит, но просто я не люблю вот это все расписывать, поэтому я так кратко пишу. Но это часть публичности, ты должен отвечать на эти вопросы, я считаю. Да. Это как бы плата. За кайф нужно платить, как говорят у нас на Кубани. Вот мы, кстати, в Краснодаре сейчас, да, Артём? Мгм. Да. Да. Но Прекрасный это не город. важно. Вернемся. Русская Барселона. Запишу видео. Только одна улица Русской Барселоны. Вернемся к комментариям, но в этом разговоре, который существовал до подкаста, мы немножечко коснулись хейта. Мгм. Вот. И на самом деле, мне кажется, это интересно также для слушателей, вообще людей. Ты сказал, что уже тебе все равно хейт, Мгм. да? Какой бы ты совет дал? Вот как себя настроить, чтобы тебе изначально было все равно? Или все равно всем придется пропустить его через себя? И расскажи, что тебе говорили. То есть, что тебя задевало больше всего? Какие-то личные? Или вот, типа, у тебя там плохой, ты там слово «короче» сказал 3 раза? Да, слово «вот» сказал 50 раз. Ну, и это так мое далее. любимое, да, слово. Да. В общем, предыстория. Как я столкнулся с хейтом, скажем так. Одно из видео на канале Russian Progress набрало 1 000 000 просмотров. Это видео с полиглотами. И оно стало популярным не у иностранцев, то есть не у целевой аудитории, а именно у русских. Потому что русские обожают смотреть, как иностранцы говорят по-русски. Поэтому все каналы, как Бриджит, Барбара или там... Не знаю, испанка говорит по-русски, француженка говорит по-русски, швейцарка говорит по-русски, все говорят по-русски. Это супер популярно, так что если хотите популярный канал, то говорите по-русски, и у вас будет успех. Вот. И так как русские люди очень прямолинейные, они пишут то, что у них на уме, они не как-то пытаются обойти острые углы, мне прилетело очень много критики в сторону моей речи, того, как я выгляжу, как я общаюсь с людьми, что мне не нужно говорить или что мне нужно смотреть на человека, а не на камеру, когда я записываю интервью. Ну, в общем, много такого. Больше всего меня, конечно, задевала критика по поводу моего языка, потому что какого черта у меня канал для ребят, которые учат русский, и я, типа, хреново говорю по-русски. Ну да, а ты не говоришь «сударь», Да. не могли бы вы, пожалуйста. Да, что я не говорю как-то правильно или, ну, в общем, да. Вот это меня задевало. И я отвечал на эти комментарии, я как-то пытался язвить тоже. Меня это реально задевало, это было видно. Ну и в целом я думал об этом, я как-то, тратил слишком много времени на это, внимания, энергии. И просто это было неприятно. У меня даже была мысль закрыть это видео, просто сделать его закрытым, чтобы мне не прилетали комментарии. Просто в один момент я закрыл, то есть не закрыл комментарии, а отключил оповещение. То есть теперь, чтобы мне увидеть комментарий, мне нужно прям зайти в комментарии и там почитать. Так я, то есть в уведомлениях не вижу. И как только я это сделал, почему-то пропали вообще комментарии. То есть это видео, оно, как-то перестало быть таким популярным. Если раньше там каждый день по 20-30 тысяч просмотров было, то сейчас, где-то 2000 просмотров в день. И я смотрел видео других блогеров, смотрел, как они реагируют, насколько они спокойны, насколько они уравновешены. Такая, знаешь, как будто скала. Просто вот
какие-то атаки на эту скалу, пытаются как-то забраться, но ты просто, ну, остаешься, ну, при своем мнении и просто делаешь свое дело. Вот, меня это как-то замотивировало, и потом я немножко изменил вообще подход к восприятию своего языка, восприятию вообще речи людей, что раньше я думал, есть правильно, неправильно, что нужно стремиться к тому, чтобы говорить максимально как-то по-литературному, но потом я наткнулся на одно видео на канале Никитка, сын Алексеев. Очень рекомендую этот канал. Кстати, знаешь канал? Нет. Ну, в общем, там про лингвистику, автор канала лингвист, и он раскритиковал другого блогера «Училка против ТВ». Есть такой канал, где она просто берет ошибки известных людей и разбирает их, типа, вот это неправильно он сказал, Это же как вот это неправильно. стервятник, знаешь, такой? Да. И он просто рассказал, что, ну, в общем, там все было подробно, но вкратце есть два подхода в лингвистике. Это прескриптивный и дескриптивный. Прескриптивный — это когда мы говорим людям, как им нужно говорить, что вот это неправильно, смотрите, написано в учебнике, что надо говорить вот так, говорите вот так. И то есть это такой подход, который очень негативный, потому что ты всегда в каком-то напряжении, что ты какой-то не такой, что ты не соответствуешь определенному уровню. И есть дескриптивный, где лингвисты такие: так, он сказал вот это сказал вот это, запишем. То есть они просто фиксируют то, что происходит в языке. Если, условно, миллион человек сказал вот так, все, мы записываем в словарь. И в тот момент я немножко начал менять отношение к тому вообще, как я говорю, как люди говорят, что я не столь обращаю внимание на какие-то ошибки, условно ошибки. Я смотрю на это как вариант, как просто вариант. Конечно, я стараюсь развиваться, вот слушаю аудиокниги, сейчас, кстати, не очень, но в этом году очень много книг планирую послушать. И это все равно как-то тебя развивает, но в целом у меня уже нет такого напряга по поводу того, что мне пишут, что я что-то не так сказал, потому что, во-первых, я человек, я ошибаюсь, во-вторых, это не столь важно, не столь существенно, это лишь обертка, важна суть, что ты говоришь, я всегда думал об этом. Ну, еще всякие несколько факторов, которые повлияли на то, что я как-то проще стал относиться к хейту, потому что, действительно, мы придаем этому значение, потому что это нас как-то атакует, но на самом деле нужно обращать внимание на позитивное, чего намного больше, соотношение 95, наверное, процентов позитивных комментариев и 5% или 2% негативных. Так что, смотри, это, вот. Конечно, все очень интересно, очень профессионально Это ты нам предыстория, рассказываешь сразу о языках, вот эти методы. Мы здесь собрались поговорить о внутренних ощущениях, поэтому, пожалуйста, когда тебе комментировали внешность, вот для меня это супер странно на видео, где полиглоты. Зачем вообще люди комментируют внешность? Ну, как ты можешь это в своей голове объяснить? Тем более, ладно, там девочки, там, не знаю, чтобы там задеть ее. Видео несет посыл, даже не сколько образовательный, какой у него посыл? Просто круто посмотреть, какие люди есть с разных стран, вдохновиться, плюс там конференция полиглотов, то есть это узконаправленные люди здесь обсуждают внешность. Вот почему? Я не знаю, это, наверное, не столь важно. Но тебя внешность вообще не задевала? Почему? Меня, в принципе, наверное, задевает, но вопрос в другом, реагирую я на это или нет. Сейчас я не буду ничего отвечать, скорее всего, просто потому что ты слишком много придаешь значения этому. То есть, отвечая, ты пишешь, думаешь, как ответить, тратишь просто время на негатив, то есть ты ничего не изменишь. Плюс ты еще добавляешь вот этот негатив энергии, что ты на это плюс ты поднимаешь этот комментарий, то есть ты как-то выделяешь комментарии какие-то негативные, ты делаешь на них фокус, смысла в этом вообще нет. Так что, вот эти комментарии, они есть, если мне что-то прям совсем не нравится, я просто блокирую, и все, потому что, мой канал, И возвращаясь к моему изначальному вопросу, как ты думаешь, вот для людей, у которых есть свои каналы, которые еще не очень популярны, вот для меня, которая еще никогда на себя не испытывала хейт, каждый должен через это пройти?
Или это не обязательно? То есть изначально человек может быть, когда ты, кстати, сказал «Скала», у меня вот этот мужчина-актер, который, понял? Да, The Rock. Вот, да. Дуэйн Джонсон. The Rock, да. Короче, и ты сразу такой, типа, в броне, и тебе все равно на комментарии. Или нет, это у всех есть, ты думаешь? Да тут нужно проще к этому относиться. Это не конец света, это всего лишь текст, который никак особо на тебя не влияет. Пройти через это, ну, наверное, надо каждому, я не знаю. То есть как можно, если послушать какой-то подкаст, тебе чувак что-то сказал, что, ну, делай вот так, там, не реагируй, не отвечай, что угодно посоветовал он тебе, и все, и ты, типа, ну, все по-разному же воспринимают. Поэтому нужно просто с мыслью того, что это не конец света, это всего лишь чье-то мнение, которое ошибочное, которое эмоциональное, которое... И это удивительно, насколько разные мнения бывают у людей. Вот ты возьми 1000 людей, и у каждого будет какое-то свое мнение. Поэтому тут нужно просто концентрировать свое внимание, энергию, силы на позитивном. Я бы еще добавила именно концентрироваться на идее, зачем ты вообще это делаешь. То есть там же видео было не твой язык показать. Ну, мы берем конкретный вот этот пример. Кстати, ты можешь потом добавить его, чтобы кто-то не смотрел его, посмотрел. Обязательно напишите позитивный комментарий. Артем его не прочитает, но это не важно. Концентрироваться на сути. То есть ты записывал видео не из себя показать, правильно? Мне это очень помогает в моих каких-то проектах и в жизни, то, что я не... как это модно говорить, вот фраза «торгуй лицом» или там своей какой-то личностью, я прежде всего проект или там язык, если я преподаю, то вот это, мне кажется, спасает, если у тебя есть дело. Конечно, если ты лайфстайл-блогер, тебе прилетает просто потому, что это ты. Ну, тебе в этом плане легче. На самом деле тут сложно сказать за всех, потому что я знаю людей очень сильных эмоционально, которые не выдержали вот этого хейта. Ну, не то, что даже хейта, а просто неприятной вот этой атмосферы. Например, когда ты заходишь в комментарии, там всегда найдется какой-то, типа, такой комментарий, который какие-то негативные эмоции у тебя вызывает. И многие люди отказываются вообще от какого-то участия вот во всем этом просто из-за хейта. И, с одной стороны, ты можешь подумать, да, блин, чувак, это один какой-то комментарий на 100. Делай для тех, кому это нравится. Но, опять же, может быть, этого одного комментария достаточно, чтобы вообще избавиться от этого и жить нормально, без Ютуба, без какой-то критики. Но в целом тут главное понять, что чем бы вы ни занимались, всегда будет критика. И важно из этого извлекать все-таки что-то позитивное и даже позитивно отвечать. Если отвечать, то позитивно. То есть не ерничать, не как-то там... Если это откровенный комментарий прям, ну, в смысле, откровенное оскорбление, то просто не отвечай. Если это какая-то критика, но такая язвительная, какая-то неприятная, можно просто адекватно ответить. Возможно, ты просто так это воспринимаешь, человек просто по-другому не умеет свои мысли формулировать. Так что, ну, нужно как-то на позитив выводить и не пытаться там ни с кем спорить, доказывать что-то, это вообще последнее дело, там кому-то объяснять, что нет, на самом деле там все нормально, просто вам показалось, вот. Хорошо, засчитывается. Если вы дослушали до этого момента, то вы просто мои герои, вы... Молодцы, надеюсь, вам понравился этот выпуск, что он был полезным. Я в итоге решил разбить выпуск на 2 части, потому что, ну, он получился на 50 минут. И да, мне кажется, надо дозированно подавать столько контента живого, аутентичного. Так что через неделю вы услышите новый выпуск подкаста, ну, точнее, продолжение вот этого выпуска. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Там доступна полная транскрипция. Я также добавляю перевод самых сложных слов. И там доступны видео с 10 по все последующие выпуски с субтитрами. Так что если вам больше подходит такой формат, то заходите на Patreon. И на этом на сегодня все. Пока!